Этот год был одним из самых сложных. Человек, который просто тебе, глядя в глаза, вот так честно-честно, и просто пиздит. У него в голове кисель. Все. Хотите мастер-класс, приезжайте ко мне, где бы я ни жила. Угрожала подать в суд. Не надо было вообще тянуть и учить вот медсестер. В сети начинаются первые проблемы. Всем привет! Вы много писали в комментариях вопросов о том, на что мы тратим деньги, вообще мы зарабатывали ли, потому что у нас сплошные сложности и трудности в наших сериях предыдущих. И мы решили совместить приятное с полезным, показать вам кусочек нашего хобби, одного из хобби. Мы сейчас едем кататься на велосипедах за город. Вообще обычно мы ездим кататься далеко, то есть это горы. Это Крым, это Архыз, это что там у нас еще? Прельбрусье. То есть мы живем на Кавказе, здесь очень много красивых мест, гор. Но сейчас мы едем на такой пупырь. Мы его называем тоже гора, но это такая маленькая какая-то, не знаю, с плоской вершины горка. Эта гора называется Собербаш. Она в часе езды от Краснодара, и на нее мы ездим тренироваться, или когда мы, допустим, купим новые велосипеды, чтобы их обкатать, ездим туда, возим детей, там, друзей, которые пытаются сесть на велосипед впервые. Там построено очень много трасс классных, разного уровня сложности. И вот сегодня мы едем покататься, потому что погода плохая. Нам надо успеть. Собербаш — это гора, благодаря которой ты можешь покататься на коротке. Дорога от нашего дома до горы занимает до подножья прямо всего лишь около часа, если мы едем без пробок. Поэтому час туда, час обратно, и спокойно несколько подъемов мы там делаем. Обычно мы забрасываемся на таких грузовиках, ну или на УАЗиках с прицепом. А в этот раз мы решили заброситься на нашем автомобиле. Вот вы спросили, куда мы деваем деньги и зарабатываем ли мы вообще. Мы будем забрасываться на Range Rover, и сзади, если вам отсюда не видно, но, наверное, мы снимем потом, как они закреплены велосипеды. В процессе езды туда и езды обратно мы покажем вам и расскажем про 2016 год. Этот год был одним из самых сложных, и сложно не потому, что какие-то проблемы были в бизнесе, а потому что мы решили купить дом. Вернее, Лена не решила купить дом, а решил купить я. И проблема заключается в том, что денег у нас на момент решения о покупке не было. Лена расскажет предысторию о том, мы много уже рассказывали о том, как мы пришли к этой немецкой деревне, в которой мы живем сейчас. Такой поселок коттеджный закрытого типа в Краснодаре, элитный. Но она расскажет о своей страсти, и я расскажу, как я эту страсть пытался удовлетворить. Я не помню, как мы оказались там первый раз. Ты помнишь? Не помню, как мы там оказались, но я сразу поняла, что место моей мечты в Краснодаре. Ну, в принципе, мы жили в обычном там доме, в спальном районе, хороший район. Но когда я увидела эти аллейки, это озеро, это, не знаю, вся инфраструктура, школа, садик и домики, все это в каком-то баварском, не знаю, виде, стиле. Короче, я влюбилась в это место, и я замечтала о доме там, и я присмотрела маленький дом, потому что на большой я губу не раскатывала вообще, и более того, мы там ездили, я помню, с риэлтором, и он рассказывает про метражи, про какие-то бильярдные столы в подвале. Такая, чё вообще, нафига такой огромный дом? Короче, я даже в веб-камеры смотрела, я реально просто смотрела на этот поселок, думаю, что за люди там гуляют, почему они там гуляют, а я нет. Он смотрел, как я смотрю в веб-камеры, и там о чем-то думал. Короче, мы насобирали денег на первоначальный взнос, на ипотеку, да, на маленький домик, на коттедж. Ну, как маленький, он был метров 250, да? Не, метров 200. 200? С верандой. Ну, короче, метров 200 дом. И очень были счастливы, насобирали, пришли его покупать. А нам сказали, что все абсолютно маленькие домики проданы. Все, их нет. И все, я впала там в депрессуху, мне кажется, я впала. Потому что мечта такая, сказала аривидерчи. Самое интересное, что когда мы приехали смотреть маленький домик, риэлтор сказала, поедем, я покажу вам Гроссхаус. Гроссхаус — это вот эти большие дома, запланированы, там внутри уже в плане есть в проекте бильярдная, баня, сауна,
Мы думаем, ну зачем бильярдная в доме? Зачем сауна? Зачем вообще метров? Такой огромный дом? Зачем? Ну ладно, ну что, делать нет, у нас делать нечего. У нас так или иначе мы сюда приехали, поехали посмотрим. Они говорят, а у нас скидка. Они стоили 25 миллионов, а сейчас стоят 15. Мы поехали, посмотрели несколько типов домов. И, ну, как бы, мы понимали, что это нам не по карману. Лена расстроилась еще сильнее, жизнь испорчена. И в этот момент я подумал, почему мы не можем взять дом в рассрочку. Ну, вообще, изначально мы предполагали, что будет ипотека. Ипотека же это круто. Государство о нас заботится, дает льготные ставки. Оказалось, что все не так просто. И на подобные дома, на элитную недвижимость банки готовы предоставить ипотеку только на двух условиях. Первое условие — это то, чтобы у тебя было 50% взноса. Это 7,5 миллионов рублей, которых у нас не было вообще. То есть у нас было там, может, 3 миллиона. И второе — это то, что при ипотеке ты должен предоставить в залог все активы компании, которые ты владеешь. Это какой-то вообще бред. Я много раз пытался найти со всех сторон, приглашали там разные банки. В итоге решить проблему ипотекой не получалось. Лена вообще расстроилась, поникла. И, в общем, я начал переговоры с управляющей компанией, отдел продаж в которой построен очень плохо. И насколько это плохо, чтобы вы поняли, я пришел в отдел продаж оформлять, там, договариваться с ними, общаться. И в это время из кабинета слышатся маты. Ну, то есть люди матерятся там друг на друга. Ну, это просто трэш. Я не представляю, что в нашей галактике адекватной такое возможно, чтобы была успешная компания, в которой отдел продаж матерится. Но это так было. И после того, как я несколько раз встречался, мы длительный переговор, наверное, месяца 2, я катал этих продажников. В итоге у меня получилось с ними договориться. И, наверное, мы первые, кто получил отсрочку не на 6 месяцев, у них 6 месяцев, возможно, а на год. И после того, как я эту отсрочку получил, мы оформили договор предварительной купли-продажи. Я внес задаток. Мы там долгие переговоры с ними вели. Короче, все это время я не знала. Все это время Лена не знала о том, что мы покупаем дом. И она приезжает с мастер-класса. Мы расскажем тоже в этом видео про этот мастер-класс. И я встречаю ее из аэропорта, говорю, ну, слушай, я тебе подарок подготовил. Мне Дима позвонил, когда я была не дома. Я была на мастер-классе в Уфе, он мне позвонил и сказал, я тебе купил подарочек. Я такая, я же не люблю подарки, не надо мне подарки, это мы давно с ним обсуждали. Он такой, я тебе купил подарочек, это носочки, носочки какие-то с надписью Эльбрус, там что-то такая, подарочек. Короче. И он такой, приедешь, я тебе его подарю. Ну и ладно, вот я возвращаюсь, он меня встречает в аэропорту, что, в общем-то, невиданная фигня, потому что у нас такого нет. Он прилетел, я прилетела, мы сами добираемся всегда. А тут он меня встретил, говорит, поехали, там, говорит, вроде бы таунхаус освободился какой-то, можно его посмотреть, и мы можем его теоретически купить. Я такая... Чтобы вы поняли, таунхаус — это двухэтажный коттедж с соседями справа. Со стеной посередине. Да, это коттеджик, который состоит на 2 хозяев. Или даже больше там. Ну, короче, там есть на 3, на 5, есть на 2 дуплекса. И он мне говорит, поехали посмотрим. Я не была в восторге, я очень хотела спать, и там уставшая была, но я поехала. Мы приехали в эту немецкую деревню, и вот он мне такой, та-дам, там ключи мне вручает. А я... не очень эмоционально, да, я тебе не выдала то, что ты хотел, потому что рядом стояла риэлтор, или она мне даже эти ключи дала, и такая, и мне так как-то это было неудобно, некомфортно при ней там всплакнуть или еще что-нибудь, ну, такие странные ощущения. Я тебя поздравляю, твой домик. Да. Вот так это. Да, я вам вручаю, первоначальный взнос ваш сделанный, поэтому вас поздравляю. Все, я вас поздравляю. Спасибо. А я ночью горячо, он меня ведет к этому домику. Оно не верилось, на самом деле, просто еще не верилось, пока... Риэлтор была конченая дура. Вообще конченая. Она привезла нас не к нашему дому. То есть она привезла, вот ваш дом. И ура, ура. Ой, это не ваш, извините. Ваш. Ой, это не ваш, извините. Блин. Начали ключами открывать дом. Получается, что не наш. В итоге, после того, как риэлтор ушла, вот это начала реветь и ревела, наверное, полчаса. Просто она, как корова ревет, вот так же ревела и она. И к счастью, не было предела, потому что то,
до чего нельзя было дотянуться, она все-таки получила. Причем очень интересно, я же тоже переживал из-за этого дома. Я своему партнеру и другу Севе рассказал про эту ситуацию, мы часто общались. И он говорит, ну это нормально, что запросы женщины здоровой и хорошей должны на чуть-чуть быть больше возможностей своего мужчины, и поэтому мужчина растет и тянется, вот, поэтому ничего страшного, ты справишься, давай, делай. Это было стрессово. В общем, я это сделал благодаря Севе во многом, потому что для меня тоже это был рывок в пропасть просто. В итоге на нас висит пассив в 1 миллион в месяц, плюс к этому мы должны еще содержать родителей, потому что мы каждый месяц выплачиваем несколько сот тысяч нашим родителям как пенсию. И мы не могли просто сказать, извините, деньги кончились. И нам нужно сделать ремонт, и к тому же нам нужно еще и на что-то жить, и поддерживать свой уровень жизни. В общем, это все привело к тому, что я выгорел. Я расскажу подробно, как это произошло в конце видео, а пока мы расскажем про наши критерии iBrow Control, которые мы разработали, пока мы были в Испании или в Италии. Идея это пришла. Идея пришла к нам, когда мы были в Италии на мастер-классе. Лена сейчас расскажет про этот мастер-класс, ну или не мастер-класс, наверное, это прям обучение, а также как ей пришла идея выездного обучения в другие страны. Я хотела гастролировать. Мне казалось, что это интересно. Я могу увидеть мир, за меня заплатят, оплатят мне самолет и гостиницы. Я еще заработаю, приеду денег. Не могла я гастролировать, потому что я работала на непонятном оборудовании. То есть у нас были китайские машинки, вот эти иглы, вот это все. Я не могла вообще понять, чем работать. Вокруг было очень много машинок типа Biotech, NPM, там Nova Contour. Короче, их много очень. И в Европу поехать и работать китайской машинкой, где иглу ты отрезаешь, подворачиваешь, вставляешь, это вообще ересь. Вообще, в принципе, им работать было неинтересно. И я искала машинку, с которой я могла бы ездить. В Ростове-на-Дону живет такой мастер Александр Сивак. Он был в то время представителем NPM оборудования, самое близкое для меня. И я с ним списалась и поехала к нему на мастер-класс. Причем, там, не знаю, уровень его мастерства, он спорный вообще. И как бы он был представитель NPM, и ну, вот мы к нему. Я взяла Аню Куцеволову, оплатила ей тоже все. И Фомкину Оксану я еще взяла тоже. Короче, человек, который просто тебе, глядя в глаза, вот так честно-честно, и просто пиздит, вот просто брешет. И я не вру, он научил меня вообще прям предельно честно быть со всеми откровенной. И если мне говорят, я верю. То есть он на меня смотрит и говорит, у меня завод есть вообще-то в Европе. Вот я сейчас на NPM работаю, но у меня есть завод, я разрабатываю свою машинку свою, смотри, у меня вот чертежи, у меня еще есть земля в Украине, огромный какой-то там кусок. И я думаю, где строить завод, в Европе или в Америке, или в Украине, что-то, короче, что-то чесал, вообще какие-то ценники, я не помню цифр этих, ты помнишь? Он и выезжал, гастролировал, наверное, гастролировал неправильно сказать, выезжал с выездным обучением и базовым курсом в другие страны, скажем так, в Германию, например, и говорит о том, что, и рассказывает, что студентка платит там в среднем за курс мне 14 тысяч евро. Мы считаем... Я приехала, ему рассказал, он говорит, а ты брешешь. Ты ему позвонил даже, помнишь? Это что-то нереальная сумма. Как я позвонил, там отдельный разговор, но 14 тысяч евро, мы сразу считаем 4 студента, или 17 тысяч евро. Ну, сумма колоссальная. 4 студента, у нас сразу нули в глазах, и мы думаем, нифига себе. Ну, не будет же врать человек. Ну, это же его репутация, правильно? Мы даже не думали, что он может просто врать. Мы просто сразу, ничего себе, вот это расценки, точно надо гастролировать. Точно. Думаю, ну нормально, куплю машинку, подумай, стоит там она 218 тысяч, но это же ради светлого будущего. Машинку, кучу модулей. И я помню, как он ее продавал. То есть у него реально талант втюхать. Я купила аппарат, я купила, не знаю, пару сотен модулей всевозможных конфигураций и приступила к работе. И начала
плеваться. Я думаю, да нет. Еще тоже нюанс. Этим оборудованием в тот момент работала Наталья Еременко, так как она мастер прям очень хороший. Я все время следила за ее работами, она реально очень классный мастер. И как бы такой мастер не может работать. То есть вот эти стереотипы у меня сидели, я их много порушила со временем в голове. Дело не в машинке всегда, она имеет значение большое, но основное дело все-таки в руках мастера, в руках и глазах мастера. И так как Еременко ехать покупать NPM смысла не было, и плюс у нее там стоимость какая-то была космическая мастер-классов, помнишь? Я поехала к ближайшему, который был, это Сивак, попробовать это оборудование. Оно не произвело на меня какого-то колоссального впечатления. Конечно, там красиво, лампочки мигают, там все такое. Там модуль вставил, начал работать. Вроде как это было проще, чем с нашими этими иголками, которые мы отрезали, подгибали. Но плохо укладывался пигмент. Реально, мы снимали видео, я делала много, я работала тогда мастером много. Прям плохо. И плюс плеваться начала машинка модулями, то есть в процессе. И они потом признали эту недоработку, она у них была в то время. Крепеж модуля в машинке был слабый, и в процессе она прям стреляла модулями. Это был ахтунг какой-то. И поработав, не знаю, буквально месяц, наверное, я обращаюсь к Сиваку, говорю, я не хочу, это плохое оборудование, оно стоит очень много, и оно дефективное какое-то. Иглы еще загибались, и были прям вот, и модуль стоил дорого, я не помню, что-то рублей там 120 или 200, ну прям как Биотек примерно он стоил. Но Биотека модули хорошие, качество вообще другое самой машинки. А это просто шлак, вот аппарат NPM, это говнище. Я пишу Сиваку, я говорю, я не хочу им работать, забери у меня этот аппарат, верни мне деньги. Он мне пишет, а я уже не представитель, обращайся к головному представителю с этим вопросом. Я говорю, что за фигня? То есть он реально такой уже тут же начинает постить везде. Я представитель Биотек, лучшее на свете оборудование Биотек. Вот думаю, ушлепок просто вообще. То есть он знал тогда. И более того, он там где-то обмолвился, что он рассчитывал, что я вообще у него куплю весь его склад этого NPM оборудования для сети. То есть я где-то в глубине души думала, что надо переоснастить студии, и, возможно, это будет это оборудование, но это было бы колоссальное вложение денег, бессмысленное, то есть и он вот на это рассчитывал. Я обратилась к Томашевской, там тоже. Короче, мне кажется, представители NPM в России, это просто отдельная какая-то песня, про них можно петь долго. Она мне вообще сказала, привози, но денег я тебе не отдам, ты просто мне его привози, я заберу, вообще не проблема, короче. Если мы заговорили про Наталью Еременко, то, наверное, мы будем первыми, кто скажет это вслух. Все мастера, и Мартыненко, и Лена, и Куцеволова рисуют свои волоски только благодаря тому, что саму паттерн и технику, наверное, придумала Наташа Еременко. И к ней можно по-разному относиться как к человеку, но она однозначно великолепный мастер. И если бы не она, не было бы текущей техники авторской гиперреализм, которая полностью повторяет технику Лены. А Лены техники не было бы тоже, и Мартыненко техники бы не было. Наверное, Лена об этом расскажет поподробнее. Просто я хочу, чтобы мы четко понимали, что никакой авторской техники с точки зрения нас, Куцеволовой или Мартыненко, нет и быть не может. И куча других мастеров. Куча других мастеров, да. Потому что все это авторство по факту принадлежит Наталье Еременко. И за что ей отдельный респект лично от меня. И если вы не подписаны на этого мастера, обязательно найдите ее в Инстаграм, подпишитесь. Лена расскажет вообще, как она к этому пришла. И она постоянно за ней наблюдает, за Еременко. Мне показала ее комбат. То есть моя подружка, которая тоже мастер, она показала мне ее работу, и я прифигела, потому что реально на тот момент мы рисовали вот просто такие слегка закругленные там какие-то волоски, заборы, да, ничего вообще красиво. Ее техника тогда тоже отличалась от сегодняшней, но она была прям вообще другая. То есть эти переплетения волосков, эти там двух-трехцветные какие-то волоски, это было очень красиво. Это меня потрясло прям. Я такая, ого, в каком мы каменном веке вообще находимся. И я начала за ней наблюдать. И прям работает. И когда ты видишь что-то классное, ты сразу начинаешь пытаться так же. То есть я там рисовала очень долго, постоянно. И
в какой-то момент захотела поехать к ней на мастер-класс, купить оборудование, которым она работала, потому что мне казалось, надо вот все иметь, пигменты такие же, я просто не знала, чем она работает. Аквой она тогда работала, я и аквы накупила. Короче, мне казалось, если я все это куплю, рисовать-то я умею, я без проблем повторю. И я начала тренироваться, на нее смотреть. И причем она мне показалась очень прикольная, я хотела с ней дружить, помнишь, прям очень сильно. И она, помню, в какой-то момент, мы тогда активно снимались в перископе, помнишь? И она присоединилась, что-то написала, и мы начали общаться. То есть она реально прикольная, адекватная, классный мастер. Как мне казалось, без особой там какой-то короны пышной на голове. Но тут вот была ошибочка. Тут казалось. Ну ладно, мы не будем обсуждать ее личные качества. Мастер она потрясающая, абсолютно, да. Талантливая. Мастер она очень талантливая. И обязательно найдите ее, подпишитесь. Еще раз, мы всегда говорим правду. И если мы не договариваем для того, чтобы поднять свой статус. Если вот так было, так было. Наталья Еременко – это источник тех знаний с точки зрения волосковой техники, которые есть сейчас у Лены. Что касается аппаратов, я встречаю Лены с мастер-класса этого сивака, и у нее глаза просто вылезли из орбит. Она сносится с этим аппаратом за 218 тысяч. И говорит, нифига, мы столько потеряли. Надо было просто ездить сразу с вот таким мастер-классом. Мы будем путешествовать и то, и то, и то. Он всегда критически настроен. Я думаю, ладно, хорошо. Я позвоню Сиваку, поговорю с ним. Ну, что и как. Я звоню Сиваку. Подожди, я тебя прерву. Сивак еще сказал, что он вообще продюсер. Он вообще раскрутил Алену Куталию. Там такая была мастер, не знаю, она сейчас существует. Нет, такая очень симпатичная на обложках была. Он вообще там что-то еще и мне мог бы помочь. Вообще не проблема стать вообще суперзвездой, потому что он это умеет делать. И я приехала, ему рассказала. Мы тогда... Нет, я понял, что он не умеет этого делать. И, скорее всего, у него в голове кисель. Опять-таки, это мое мнение было. Я выбрал очень уважительно. Я позвонил ему по мобильному телефону. Как сейчас помню, мы пообщались с ним минут 30. В итоге он нассал мне в уши. Ну, реально. Потому что там такого словесного поноса, который я от него услышал, я не ожидал. Ну, у меня диссонанс сразу вошел с словами Лены. И я помню, что я Лене сказал. Он ничего не понимает в том, что он делает. Либо он пытается выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. То есть у меня ощущение четкое, что меня хотят надуть. Знаете, такое ощущение у вас появляется, когда вы работаете с людьми нечистоплотными. И здесь такая же. Вроде бы честный, вроде бы все на белом глазу говорит, но по факту нифига. Я ей об этом сказал, но тем не менее она захотела попробовать. И именно этот визит к Сиваку стал триггером к тому, что мы поехали в Италию. Короче, NPM работать было совершенно невозможно. Он до сих пор валяется. Он валяется у меня на складе, им пробовали еще наши другие мастера. Его пробовала забрать с собой Аня Куцеволова в Питер, поработала им месяц, тоже сказала, нет, я не буду им работать, и вернула назад. И все, я его отставила, попыталась продать, выставила на продажу, купила Биотек. Модули на него оказались космически дорогими, и плюс они как-то вот мелко, для растушевок классно, но для волосков, а я волосками всю жизнь занималась, растушевки вообще практически не делала, не очень подходил, мне не нравилось, и очень тонкая ручка. Ну, короче, я же знаю Юлю Константинову, она в это время начала активно продавать переходники на модули для дорогих аппаратов, для того, чтобы работать акупунктурными иглами и носиками отдельно, то есть удешевить процедуру. То есть, если это стоило там, не знаю, 2-3 рубля, то модуль 250 условно стоил, ну, 200-250, да, биотековский стоил. То есть, ну, я такая, а мы уже снимали видео, и я сняла видео, там, вот 2 рубля, вот там 250 рублей тролливали. Меня пригласили на конференцию в Италии, не помню, в каком-то городе, и у меня сразу, я когда сказала, да, я согласна там ездить, у меня забилась куча каких-то мастер-классов там в всяких разных странах, вот Италия была первая. И все, я готовлюсь, мы там снимаем видео, я работаю, там я вся там в мандраже, ого-го, начинается гастрольная жизнь. И тут буквально там, не знаю, за неделю до того, как мне лететь, уже куплены билеты, по-моему, были даже,
Мне организатор из Италии пишет и говорит: Лена, представители Биотека сказали, чтобы тебя не было на конференции, потому что ты вот так вот насрала, у них упали продажи, все начали покупать эти модули Юли, ну, переходники. А основное, ты машинку покупаешь один раз, а модули ты покупаешь пачками. Более того, Биотек учил работать представителей Савина, там вот этот весь тоже шлак старый. У нас какая-то была, помнишь, бабища в Краснодаре тоже? Я к ней ездила модули покупать. Забыла ее фамилию. Они говорили: сначала работайте единичкой, потом троечкой, а потом пятерочкой. То есть за одну процедуру они пытались сделать так, чтобы там мастер 2-3 модуля использовал. То есть, ну, это в космос уводило ценник за процедуру. Ну, как они говорили, процедура должна быть дорогой, но для мастера расходники неподъемными становились. И вот когда Юля изобрела свои вот эти переходники, просто революция какая-то свершилась. Все кинулись их покупать, даже там дорогие мастера, потому что все хотели сэкономить на модулях. Ну и вот Биотек сказал, чтобы вот этой вот твари не было у меня на конференции в Италии. И все. И мне пишет девочка из Америки. Она говорит: я уже купила, я купила билеты, я все оплатила, все невозвратно, естественно. Как это так? И я такая: ну вот так они отменили, что я сделаю? Еще одна пишет. И я согласилась. Там одна из мастеров, она в Италии жила, в Ливорно, да, по-моему? Фатима Алиева. Да, она говорит: а давай вот, ну, вот эти вот мы втроем соберемся. Я говорю: ладно. Вот для троих я согласна. То есть они меня упросили, я подумала, что это совершенно не экологично по отношению к человеку, который ехал специально ко мне. Она долго за мной следила, купила все билеты. Это очень дорого в Европу из Америки лететь. Ну и я согласилась приехать в Италию, провести там для них троих обучение даже это было. Мы 3 дня занимались, да, по-моему? Там на моделях, там презентации, все. Я приехала, потусила. Короче, я поняла, в эту поездку я поняла, что я вообще не хочу гастролировать. Я не хочу ехать Краснодар, Москва, там какой-нибудь город в Европе, пахать 3 дня, потом сразу уезжать назад, потому что это не туристическая поездка. Ты приехал работать, те, кто оплачивает твою поездку, они не будут платить тебе там еще за гостиницу или за твое путешествие, самолет, там вот все, короче, все равно, как-то все равно. Нет, ты чувствуешь себя осликом, на котором едут. Вот это ощущение было, что они вроде рады, но они тебя выжимают, они тебя высасывают, клещами вытаскивают сюда, если я выжата была. Я не хотела, они там с Марго, помнишь, там что-то гуляли, а я приходила и вообще ничего не хотела, потому что они меня изнасиловали вдоль и поперек. Хотя девки классные, до сих пор общаюсь и с Викой, и с Наташей Карасевой, помнишь, которые там были. Кстати, Фатима куда-то делась. Фатима делает работы, но очень слабые. И она, ну, видимо, клиентов у нас немного. Но она постарше, поэтому, наверное, обучение для нее чуть-чуть посложнее далось. Смысл в том, что я разочаровалась. Обучение не дало того, на что рассчитывали. Более того, мы писали после этого специально людям, которых обучал Сивак. Мы нашли этот мастер-класс. Он в итоге поехал. И Лена расскажет в итоге, сколько ему заплатили. Я не помню. Примерно, ты же помнишь цифру? Ну, я реально боюсь наврать, но там настолько была смешная сумма, она была, не знаю, на 10, дели на 10, то есть его слова. Даже не там он приврал, пару тысяч набросил, а просто там космическая разница. То есть он по дешевке ездил, учил там в Германию базовым каким-то техникам мастеров, которые, безусловно, платить много не собирались. Я еще и поняла по ценам, что это не такие деньги, о которых как бы он рассказывал и там по своему мастер-классу, по желанию их платить, там, по общению с другими организаторами. И потом посыпались. Я приехала, во-первых, на этот мастер-класс и поняла, что ты едешь к организатору, который не обладает никакими организационными способностями и скиллами вообще. То есть они не знают, что делать, как правильно снять, как продать. И все те люди, которые мне писали, которым я подтвердила, что приеду, я начала у них уточнять, а где будет мастер-класс, а как это будет выглядеть. И там кто-то присылает помещение, я такая: да вы что, прикалываетесь? То есть они не хотели
они хотели на всем сэкономить, чтобы собрать как можно больше денег со студентов и заработать на этом. То есть никаких больших светлых там помещений, каких-то освещения, классных кушеток, там еще что-то. В то время я уже активно общалась с Наташей Еременко, и она мне рассказывала, что чего только не было, потому что она активно гастролировала. И как она приезжала в какой-то подвал там был. То есть, ну, были и классные места, когда люди выкладываются. Она уже на то время написала райдер, где должны были вот четко соблюдены быть все условия, иначе она просто не поедет или просто приедет, если не соблюдено, она собирается и уезжает. Это не ее проблемы, потому что работать там в полутьме, в плохом освещении, в толпе мастеров, ничего хорошего не сделаешь, никто не научится, все будут недовольны, обвинять будут не организатора, а того, кто проводит эту, ну, как бы, этот мастер-класс. Короче, я поняла, что это гиблое дело, мотаться по Европе, по этим всяким маленьким городкам ради каких-то вот этих обучений базовых или мастер-классов. Я не хочу проводить время в самолете. Я общалась еще с какими-то мастерами, и говорю, да, это труба. Просто, когда ты летишь, едешь из города в город, не высыпаешься, гостиницы, короче, жесть. Но вообще, со стороны кажется, что люди, которые ездят на мастер-классы, они живут романтической жизнью. Да. Они живут в лучших отелях, они востребованы, они летают, они видят мир. На самом деле, мы долго следили вот за Святославом Очинашем, и я смотрю, какой жизнью он живет, я не представляю. Он такой пахарь, он так пашет реально, физически, для того, чтобы заработать какие-то деньги. И я такой жизни своей жене не хотел. И, может быть, вам кажется, что это вот прям офигенный вариант, и вы мечтаете о том, чтобы так делать, я не рекомендую, потому что вы очень быстро выгорите. Кстати, много хороших мастеров есть, которые много ездили, потом сказали, все, хотите мастер-класс, приезжайте ко мне, где бы я ни жила. И, наверное, тогда тебе зародилась эта мысль, да, про VIP, когда... Наверное, да. Короче, я вернулась из Италии. И вот, это же мы к Eyebrow Control. Да, то есть, это подводка к Eyebrow Control, очень длинная. Мы летели в самолете, когда мне Дима говорит, слушай, тебе надо прописать критерии качества работы. Он там посмотрел, что девочки творят, он посмотрел, как я бьюсь, пытаюсь объяснить им там, как вообще все. Я такая, что за фигня, это невозможно, это невозможно. Она сказала, это красота. Ее невозможно описать. Это красота. Я говорю, это херня. Все можно описать. И стандарты можно описать в каких-то допустимых пределах. Важный урок, который мы извлекли из этого, когда вас кто-нибудь говорит, говорит что-то для вас невозможное, вы не должны отрицать и говорить, что это невозможно. Вы должны сказать, слушай, это вообще-то звучит как невозможно, а давай подумаем, как сделать так, чтобы это было возможно. Просто притворимся, что это возможно, и подумаем, как этого достичь. И вы удивитесь, что огромное количество вещей, которые вам казалось невозможным, если вы притворитесь, что это возможно, и начнете искать выход, и начнете искать решение, как это можно сделать, вы увидите, что на самом деле они реализуемы. И вот это просто правило, которое очень сильно нам в жизни помогло. Не критикуйте того, кто предлагает вам невозможные вещи. Так вот, она сказала, это невозможно. Я говорю, ладно, давай попробуем. И мы попробовали. Я долго сопротивлялась. Я что-то села, подумала, думаю, да нет, да он же не мастер, куда он лезет вообще, вот это, ой, все. Я долго говорила, потом ты просто тупо поставила мне задачу, чтобы я там что-то накидала. Я помню, как я это сделала. Я не могу, задача в Мегаплане, я за нее заплачу штраф. Штраф мы платили... все сотрудники, я тоже была сотрудником, я тоже платила штраф. Короче, я посадила рядом с собой кого-то, Беллу Разманову посадила, говорю, садись, давай писать критерии, ты же мастер, давай. И она просто сидела вот так вот. Я говорю, так, давай, точка А, там точка Б, не может быть, да, я примерно прикидывала. Что ты агакаешь? Что сейчас? Дима! Я не знаю, я не могу понять, что делать. Помоги. Это без нее было, это было до этого. Чего? Подожди. Подожди, помоги. Я говорю, давай, рассмотрим бровь. Что это такое? Точно. Ты мне про геометрию. Я такая, что, блядь, какая геометрия? Это лицо. У них все брови, надбровные там разные. Он мне, да подожди, это все геометрические фигуры. Брови, это можно описать. Брови — это обычные геометрические фигуры. Соответственно, у любой геометрической фигуры ее можно описать, если вы учились в школе, помните, у нее есть точки. А1, Б1 и так далее. С1 и углы.
Соответственно, прямые сформированными Радиусы там, и прочее. углы, радиусы, все, что... То есть все, что невозможно описать, оказывается, возможно описать. И я сел, я помню, вместе с ней мы прописали геометрию, и я говорю, все, что тебе нужно, это вот взять Прикинь, я это забыла. Хотела лавры твои себе забрать. БП1, тебе нужно описать, какие углы. Уже прям точнее. Да, допустимые. Или, ну, и может ли отрезок АА1 быть больше ББ1 или нет. Может ли точка находиться выше и так далее. Ну вот, Лена сейчас расскажет. В итоге она с этим села, видимо, с Беллой описывать. Да, я с несколькими мастерами садилась, мне никто не помогал в этом плане, они просто, как я не вдупляла, то есть ты меня долго обрабатывал, чтобы я вот допетрила, так и они вообще просто, у них был белый шум. И вот Беллу я посадила, да, и мы прям, я нарисовала вот эти все линии, глаза, там брови, все прочее. И сидела, она записывала, я ей диктовала, что писать. Вот мы накидали эти критерии. Они с тех пор менялись. Безусловно, я доделывала, что-то изменяла в соответствии. Тогда это было написано для работников, которые работали на тот момент. Это были медсестры, то есть там были большие диапазоны, гораздо большие, чем сейчас, потому что они просто, ну там 3 миллиметра вправо-влево, да, все же ровно, то есть там вот так было. И они были, конечно, гораздо более простые. А потом мы их прижимали, то есть критерии качества, мы просчитывали баллы, там вот это вот вообще просто космос. То есть они получали штрафы в зависимости от того, сколько критериев они нарушили. Там было так, давай, нарушен хотя бы один критерий, работа не засчитывается. Там было очень жестко. И после того, как мы эти критерии Eyebrow Control ввели, эти критерии выдавили мастеров, ну, они просто перестали получать зарплату. Да, то есть мы давали им возможность потом так, уже. Да, то есть когда мы поняли, что они вообще не соответствуют даже вот этим простым критериям, мы ввели кучу уроков, которые должны были подтянуть. Ну, я ввела. То есть они должны были... Совершили ошибку, работа не засчитывается, и ты не получаешь за нее зарплату, пока ты эту ошибку не исправишь. То есть в течение месяца. Короче, чтобы получить зарплату, они должны были исправить свою ошибку. Они должны были создать много портретов по симметрии, вот это самое сложное для них было, и миллион километров латекса отштриховать. Если они это делали, то зарплату мы им на следующий месяц выплачивали в полном объеме, несмотря на то, что они ошиблись тогда. И какая-то часть над собой работала мастеров, какая-то часть говорила, ой, все, это невозможно, и приходилось их увольнять, потому что, ну, они собирались продолжать трешачить. Ну и, кстати, к тому моменту эта боль была, больная наша боль, ну, как бы качество работ, потому что у нас работали, наверное, процентов на 95 все медики, медсестры, и они действительно там какие-то в детстве художественной школы по мелочи или просто какие-то навыки небольшие, но это были обычные медсестры, которые не держали в руках там ручку, машинку, ничего. Колоссальные усилия тратились на то, чтобы их учить, и так жалко было их увольнять. Ты несколько месяцев учил этого человека, потратил такое количество. Я все пыталась отстоять. Помнишь, ты хотел Пунькову или там еще кого-то. Ты, ну, не только... Основная идея Eyebrow Control заключалась в том, чтобы создать простые стандарты, которые мы можем передать клиенту. То есть мы берем и говорим клиенту, смотрите, вот гарантия на то, что ваша работа, которую вам сделали, будет соответствовать вот этим стандартам. В случае, если идет нарушение, вы можете сами встать перед зеркалом, проконтролировать, прийти и потребовать от нас компенсации за неправильную работу. Она как уперлась, ее не сломить было. Она говорила, что нет, это невозможно, нет, я не буду это делать, нет, нет, нет. В итоге мы так это не интегрировали, и клиенты до сих пор не знают о том, что у них есть такая возможность. Но идея стандартов была именно в передаче точек контроля клиенту. И это огромное было бы преимущество, потому что никто таких стандартов больше не предоставлял. Мастера начали пачками сливаться. Они не выдерживали. Мы устраивали раз в неделю собрание. Это было такое собрание. То есть сидят все мастера студии. Студия закрыта. Не знаю, найдем такое видео или нет. Телевизор большой. На него выводятся работы по очереди каждого мастера. То есть вот за эту неделю все работы мы обсуждаем. А вот здесь вот это. Ошибка была совершена, потому что сначала я им рассказывала, что здесь не так. Потом там, на следующих дальше собраниях я включаю работу, они должны были мне сказать, что здесь не так. То есть она смотрит,
все же отлично, там вот такая сикость-накость. Она, да, ну смотри, ну прям классно. Все такие, да, классно. И такая, да, у меня там волосы, я дралась, я просто умирала от того, что они просто не видят. И вот мы выжимали их пачками, несмотря на то, что я так много времени тратила на их обучение, приходилось их увольнять, набирать новых. То есть это было, началось время текучки, когда они не могли соответствовать вот этим критериям, которые мы ввели. Но было сложно им действительно. То есть я могу этих людей понять, они там очень много. Знаете как? Они научились вносить в кожу пигмент уже даже, практически не заглубляясь. Но вот видеть форму они так и научились. Там условно дубовик до сих пор выставляет только в 3/4. Она вышла в зеленую зону только благодаря, у нас работая, только благодаря тому, что она познакомилась с Женей Якушкиной, у которой очень хорошо она видит форму и симметрию. И они друг другу помогали. То есть дубовик учила Женю, как правильно штриховать, потому что это она освоила за столько-то лет работы. Ну, невозможно не освоить. А Женя просто подходила ей и показывала, где подрисовать, чтобы было прям четенько по симметрии. И сейчас она, когда осталась одна, ей никто не помогает. Сережа ее может максимум там отфотошопить, да, что он и делает. Но она не выставляет практически вообще вот просто прямо лица. А когда выставляет, ну, я вижу, что там все криво, и она откатилась назад. Большинство мастеров, остающиеся сами один на один, без контроля, они по качеству сильно откатываются. И это мы заметили это по всем мастерам, которые нашу сеть покинули по тем или иным причинам. Да. Ну, большинство, не все, большинство. Единицы продолжают работать, например, соответствовать. Дальше еще момент, связанный с идеей качества. У нас был процент негатива около 5%. То есть это тот негатив, который вскрывался, и люди прям, срали. Они срали в отзывиках и делали это абсолютно заслуженно, потому что работа была некачественная. А процент негатива у нас очень сильно упал. У нас практически нет негатива, связанного с качеством именно самой процедуры. Но мы очень сильно переоценили возможность клиентов самостоятельно определять уровень работы. То есть самостоятельно обычный рядовой клиент в среднем не может определить, хорошая это работа или плохая. И это такая ловушка была, потому что 2016 год, когда как раз таки все эти дубовики, Размановы, Пунько были в обойме студии, мы заработали в апреле, когда это самый пиковый месяц, мы заработали просто рекордную выручку по розничной студии. Она была около 3,5 миллионов рублей. Это очень много было. Мы подъехали к дорожкам, и мы видим, шел дождь, и трассы грязные. Вчера была гроза, просто невероятные молнии были, и поливало, прям ливень был. И почему-то мы решили, что здесь не будет час езды, гора, здесь не будет дождя, но по грязи кататься неохота. Зато покажем, где мы катаемся. Да, зато покажем, где мы катаемся. Так вот. Рекордная. Да, мы сделали рекордную выручку, несмотря на низкого уровня работы. И после этого я выполнил такой урок для себя, извлек. Нет корреляции зачастую между качеством работы и выручкой. Прямой корреляции нет. И очень часто люди не понимают, что они, хороший мастер или плохой. Но тоже важный момент, который вы должны тоже понять. Мастер не сможет выжить в долгой перспективе, если у него большой процент негатива с точки зрения продукта. Это вы тоже должны понять. То есть я себе не противоречу, потому что в этот момент у нас херачила реклама, и мы прям жгли там просто бюджеты пачками, топили. В то же самое время мы попали вот в эту ловушку, когда эти мастера, на которых тратились такие ресурсы денежные на рекламу, и мои на обучение, и я учила, как правильно работать с клиентом, как вносить в кожу пигмент. И ты еще каждую неделю или каждые 2 недели, какие там были сроки, ты учил их общаться, помнишь, по скриптам, как правильно разговаривать, где ударение ставить. Потому что тарабанить скрипт или рассказать его правильно, это тоже непросто для них было. И они начали говорить, помнишь, что я достойна 50%. Конечно. В общем, как бы то ни было, Eyebrow Control — это значимая веха в нашем бизнесе. И сейчас эти люди, которых мы учили, вбивали им
молоточком в голову эти стандарты, они преподносят это в своих курсах, рассказывают об этом, но при этом они не упоминают, откуда они об этих критериях узнали. Если вы вдруг не знаете об этих критериях или ничего не читали, переходите на YouTube. Если вы уже на YouTube, ссылка будет в подсказках, она сейчас выползет вот отсюда. В 2016 году появился продукт, который был по-настоящему революционным. И до этого на территории постсоветского пространства точно он не встречался. И такого формата не было. И, насколько я понимаю, сейчас у большинства его и нет. Нашим критерием, я расскажу, что это за продукт чуть-чуть попозже, но сделаю небольшую подводку. Нашим критерием всегда было это высокое качество. Мы реально запаривались, что если мы что-то делаем, мы делаем это так, чтобы нам не было за это стыдно. Так как Лена хочет развивать себя в мастер-классах, она мне очень долго говорила о том, что мастер-классы это херня. Ну, пришел, посмотрел, увидел, как мастер может. А толку? Ну, что толку? Нет никакого толка для мастера. А он приезжает дома, делает, и у него ничего не получается. Поэтому надо сделать что-то другое. Я говорю, давай сделаем курс, который будет длиться 9 дней. Там будет прям большое количество моделей. Ну, не 9, 10 дней. Да. И прям, чтобы это хардкорный. Но и чтобы стоил он космических денег. Она очень сильно упиралась, сопротивлялась. И говорила о том, что никто не поедет. Ты сумму какую-то космическую назвала и сказала, это невозможно. А какую сумму это был? Ну, вот ту, до которой сразу записались. Он сказал, давай, этот курс будет стоить 350 тысяч. Я говорю, да ты чё? Это невозможно. Я не могу просто такую сумму озвучить даже. Это просто не укладывается в моей голове. Там на тот момент курсы у всех стоили, там, не знаю, до 100 тысяч, да, любые. Такой не было цены. Нет, он сказал, давай. Ну, так как я уже поняла, что еще во времена, когда я работала просто мастером, что если он говорит, это возможно, значит, надо пробовать. Я помню, мы бесплатный вебинар провели в Фейсбуке, да, по-моему, просто в Фейсбуке, страница, я ее вела тогда активно довольно. И, по-моему, чуть ли не в этот же день сразу 3 человека записались на курс. Я просто офигела. Мы там его запланировали, то есть у нас даже не было даты, мы ее потом по ходу с ними обсудили, выбрали. Курс был какой-то вообще кошмарный, потому что мы... Сколько там моделей было? У них 30 моделей на человека. То есть мы им пообещали, у вас будет 30 моделей. Они, ну, из-за этого в том числе поехали, потому что все были... Одна была девочка из Швейцарии, одна из Германии, одна из Великобритании. А у них проблема всегда на обучении именно с моделями, потому что они не могут там портить у себя лица, там у них страховки, там у них космос вообще, если возмещать убытки, видимо, и так далее. И вот 30 моделей, они такие, о-о-о! И для них эти деньги не были такими большими, как для нас, потому что опять Европа, курсы разные, заработки разные. И вот они записались, и начался опять мой мандраж, потому что приедут 3 мастера, и один из них Юля Вальсина из Великобритании. Блин, это я ее хочу назвать Вальчина всегда, она Вальсина. Она еще и была там чемпионка Великобритании, у нее 2 место, там призы. Я думаю, о боже, какой кошмар, как я с ними справлюсь. До этого прикол, у нас проходило базовое обучение, и был парень. И, ну, я постоянно вообще присутствовала на всех обучениях, даже если курс был не мой, мы постоянно снимали, я постоянно помогала, то есть нам нужен был сарафан активный. И очень адекватный был один из студентов, Виктор. То есть ему говоришь, он делает. Ему говоришь, веди медленно, тонко, на вылет, он делает. То есть обычно я не могу, там все вспухает, а с ним прям одна песня была работать. И этот курс, там еще какой-то прикольный курс, мы ржали постоянно, помнишь? И мы их позвали в гости вместе с Аней Дубовик, они приехали, она была на том курсе преподавателем, они приехали к нам в гости, мы болтаем, там что-то пьем вино, по-моему, да? И он говорит, а ты знаешь, на твой курс едет моя сестра, такой, моя сестра. Я говорю, да, а что? Ой, она такая чемпионка вообще-то Великобритании. Я такая, да? Я говорю, а что она едет? Ну, я сам не знаю, она такая вообще, такая сложная, такая, я такая... Ну, как бы он меня подготовил сразу с настороженностью к ней относиться, я помню. То есть
не то что в штыки, а он прям сказал, что она вообще суперзвезда, и что она сюда едет, она сама не очень понимает, потому что она приедет, посмотрит, стоит или нет оно того, там что-то такое, помнишь? Я такая, короче, но с Юлей действительно было сложно первые 2 дня, потом мы с ней нашли общий язык, мы дружим на самом деле до сих пор с ней и с Ярославой, то есть это 2 мастера с того курса, с которыми мы постоянно встречаемся где-нибудь в Европе, тусим, мы очень классные девчонки, и прям я очень их люблю и к ним хорошо отношусь. Так вот, этот курс прошел, и мы записали дневник курса VIP Advanced. Вы его можете найти по ссылке в описании. Это прям первый дорогой курс. И меня поразило 2 вещи. Первое, это то, что закончился этот курс. И мы собрали всех девочек и начинаем общаться. Я говорю, девчонки, ну а вы вообще как получили, зачем приехали? Ну, вы, или Лена задает вопрос. Ты всегда такие вопросы. Да, вы получили то, что хотели. Ну и Ярослава, она, в общем, попроще такая. Она говорит, да, все хорошо, я получила. И сидит Юля и томным голосом говорит, ну не знаю. Юля, ну скажи, получила, зачем приехала? И да, и нет. А мы там просто усирались. Мы усирались, чтобы сделать это на высшем уровне, чтобы прям, это было круто, а это и было круто. И она мне говорит, я не знаю, с тех пор она стала моим кровным врагом просто. Думаю, вот курица. Но при этом еще и второй момент, это то, что я предлагаю девочкам, я говорю, девочки, я готов вам дать базу по маркетингу, все, что связано с рекламой. Тогда, кстати, я еще не понимал, что это зло. Но хотел это зло продать девочкам. Я говорю, я не хочу это делать бесплатно, потому что вы не будете слушать. Пускай это будет какие-то символические деньги стоить, пускай это будет стоить 5000 рублей. И они отказались. Да. Я офигел. Они потом очень жалели об этом, очень сильно, но он уже вторых шансов не дает. Я не даю вторых шансов, да, к сожалению. Так Нет, вот. на самом деле от Юли обратную связь я получила, она очень много взяла с этого курса, и просто она как-то так вот всегда вот отвечает. А с английской сдержанностью. Да. Great Britain. Да, в итоге мы общаемся с Юлей, с Ярославой. Юля приезжала в прошлом году к нам в гости, да. В гости, в горы, да, мы катались. Этот курс стал базой для того, чтобы эти курсы пошли как горячие пирожки каждый месяц. И цена все время увеличивалась, потому что я как только появляется очередь, я сразу увеличиваю цену. И я рекомендую это делать всем. Она, наверное, не увеличила бы цену. Да, я бы пахала с той же ценой. И очередью в год. Да. И невозможностью отказать. Пошел очень большой сарафан сразу от VIP Advanced курса. На том курсе я поняла, что 30 моделей, это просто, они чуть с ума не сошли вот в этой. То есть модель за моделью идет. А для Юли то же самое. В первую очередь была важна именно практика. Разные кожи посмотреть, ошибки. То есть она делает ошибку, я подхожу, показываю, как исправить, потому что у них еще очень долго не было лазера, и ей это очень сильно было нужно. И именно сама возможность, то есть я тогда поняла, что сама возможность совершить ошибку, понять, что это ошибка и как ты ее совершил, это чуть ли не самое важное, в обучении, потому что обычно на всех обучениях показывает идеальную работу мастер, и потом получается там по максималочке какая-то идеальная работа у студента, чтобы, не дай бог, там ни туда, ни влево, ни вправо. Я даю возможность совершить ошибку именно, и ее тут же исправить и понять, как она совершается. И вот это вот очень важно, то, что когда мастера один на один с клиентом у себя дома остаются, им уже никто не поможет, они просто должны вспомнить, как это было, и либо не сделать, либо уметь исправить эту ошибку. Я на следующих курсах начала понемножку сокращать количество моделей, потому что в такой спешке они просто не успевали даже закончить, они выдыхались очень тяжело, то есть к концу курса девки начали ругаться между собой, помнишь? Плакали, они чуть ли не дрались за удачных моделей, потому что модель это чаще всего человек там с плохой кожей, с плохими волосами, а если приходила красотка, им в портфолио нужны были красотки, они там, нет, это моя, Лена, скажи, чья это? Я такая, шишел, мышел, пернул, вышел, там меня обвиняли в пристрастности, я помню, Ира вот из Швейцарии, она говорила, ты просто хочешь с Юлей дружить, поэтому ей лучших подсовываешь, я говорю, да ты, то есть она сидит, делает работу, и заходит там симпатичная модель, она хочет это уже сказать, пошла вон, и положить себе новую, я говорю, так невозможно даже закончить.
Ну и ладно. Но все равно было весело, с девками классно мы проводили время еще. Мы уходили в 10 вечера из студии, ты помнишь? В 10 уходим, утром рано приходим. Короче, это был трэш вообще. В итоге курсы VIP Advanced были доступны только мастерам из других стран. Было несколько всего лишь человек, которые приезжали из России. Можно по пальцам одной руки можно пересчитать, да? 2, по-моему. 2, может, человека. А все остальное это были люди, которые приезжали из Европы, Америки, Австралии. И после того, как мы насмотрелись на этих людей, которые из Новой Зеландии приезжают на курс, и мы не можем нормально реагировать на народ, который говорит о том, что ой, а у вас нет обучения случайно в Волгодонске, а то я не могу переехать. Приезжайте с мастер-класса. Да, это было... Это до сих пор так пишут? Да, мы приехали на Содербаш. В принципе, может быть, мы покатаемся, посмотрим еще. Наверное, на втором подъеме мы продолжим рассказ про VIP Advance. Мы сделали один спуск, и там действительно вверху хорошо, а внизу сыро, опасно. Шипы у велосипедов забились грязью, и Лена жестко упала. Покажи всем, как ты жестко упала. Тут плохо, наверное, видно, тут так умеешь. Ну тут как... Ну хорошо, у меня просто рука худая, и кажется, что это мышца. Сейчас будет сложный элемент, называется half pipe, половина трубы. Лена начала ехать его только в этом году. Он очень крутой. Лена, давай, газуй. Все хорошо? В общем, она упала, расстроилась, и действительно дальнейшее катание, оно опасно. Мы, может быть, приедем еще завтра, потому что трассы сейчас опасные. Мы съехали с самого верха, сбросили 500 метров высоты. Так мы катаемся, в общем, несколько забросок. И очень похоже все на горнолыжный курорт, как будто вы катаетесь на подъемнике, только вместо подъемника у нас автомобили. Катание на сегодня закончено, но наша история нет. Это видео обещает быть длинным. Вернемся к VIP Advance курсам. Курсы VIP Advance проводились каждый месяц с 1 по 10 число. По 9. И в итоге за 2016 год практически не было не было месяца, когда Лена не проводила этот курс. Это во многом связано было с тем, что мы впряглись в выплату дома, и нам очень нужны деньги. И за этот год, конечно, она тоже очень сильно выгорела. Расскажешь свои эмоции? Там все перекрывалось, я дома. Компенсировалось все. Просто помнишь, как мы каждый день ездили, смотрели, как там еще 10 плиток положили, там ванну поставили. Да, следить за строительством своего дома — это отдельное удовольствие. Вообще у меня помощник строил дом, кстати, про делегирование. Да, мы только проверяли. Да, мы тоже только ездили и проверяли, что как, а следил за стройкой и отвечал за все мой помощник. И отправлял мне по телеграмму детали, отчеты и так далее. Вообще есть лайфхак, как строителей заставить придерживаться сроков. Если интересно, напишите в комментариях. Наверняка каждый из вас хочет посетить все мастер-классы известных мастеров и думает, что после этого она станет действительно успешнее, лучше и качественнее. У Лены 2016 год был годом мастер-классов. Она поехала к Сиваку. Вывод вы поняли. Мы не рекомендуем этого мастера. Она после этого ездила еще к нескольким мастерам и на конференциях, и судила на чемпионатах. В общем, она все это расскажет сейчас. Я ездила еще к Святославу Очинаш на
мастер-класс в Уфу, как я уже говорила, и заодно проведать студию, в которой давно не была, встретиться с партнером, с Алиной Рамазановой. Я не могу сказать, что этот мастер-класс мне много дал, потому что он даже сам сказал, что ты приехала, у тебя все нормально. Но, во-первых, я посмотрела и поняла, что мастер такого уровня, а он действительно классный мастер, я увидела у него, как можно классно делать фотографии. То есть я тоже фотографировала раньше, не приближая, то есть у меня были перспективные искажения, это был очень важный такой урок. И плюс я пообщалась с действительно классным, интересным человеком, он действительно офигенный мастер. Другое дело, что приехала я к нему на этапе, когда... знаете, чему я научилась? Не бояться сделать больно. То есть у меня всегда было вот это супер трепетное отношение к клиенту, и он, как я видела, он мужчина, у него такие сильные руки, он поставил, пригвоздил эту бошку, то есть там модель лежит, не пикнет, не шелохнется, он делал так, чтобы ему было удобно, чтобы у него получилась классная работа. То есть самое главное, это он и его работа. Клиент, модель, там все это вообще вторично. И я такая, возьму себе на заметочку. Я, конечно, прям вот так не работала, но стала иметь в виду. И плюс мне очень понравился он как человек. То есть кроме того, что он классный мастер, он очень простой, он очень хорошо и доходчиво объясняет. Где-то я тоже вот на его мастер-классе поняла, насколько он там очень упрощает. То есть он прям настолько просто рассказывает мастерам, что надо быть дебилом, чтобы не понять. И мне казалось всегда, что... И многие не понимают. И тем не менее, да, многие не понимают. Мне казалось всегда, что да это же очевидно, там многие вещи я там не то чтобы не говорила, а говорила о них не упрощая. То есть не раскладывая вообще на какие-то там, не знаю, если это круг, на кусочки из прямых там условно. Вот. И у него, конечно, там схемы, он показывал, рисовал, там рассказывал, всем было интересно. Я помню, вела трансляцию в Перископ, причем я спросила, можно снимать? Он говорит, да, снимай. И я там что-то поснимала, включила трансляцию и все время вела в Перископ. И ночью, утром просыпаюсь на следующий день, у меня от него куча сообщений, удали, скорее удали. Причем он очень вежливый, он прям, вот мне он очень понравился тем, что он, несмотря на то, что он такой вот мужик, такой вот... Все мужики, кстати, которых я встречала в перманентном макияже, в итоге вели себя как бабы. Вот прям, вот как истеричка там этот Хвесеня, помнишь, что-то вообще просто там слюной брызгал. Там этот Сивак брехливый, кто-то еще был. А этот, действительно мужик. Он просто меня попросил, ты вела трансляцию, я снимать разрешил, но это был онлайн, там куча людей что-то записала, там, это неправильно, удали. Я удалила, все, у нас с ним все нормально. Правда, потом для него это, видимо, тоже было уроком, он потом вроде как запрещал вести трансляции, сразу просил всех этого не делать. Юлия Разгон, по-моему. Юлия, помнишь, ты еще, она там барашки заставляла что-то, помнишь, такая? Она взяла эту всю, записала на видео трансляцию и где-то там выложила на каком-то форуме, что-то вообще, вот так вот, ладно. Я была не права, наверное, и она тем более была не права там это делать. Ладно. Юлия Разгон с барашками. Да, ты помнишь, с да, ее это просто трэш. Я не помню, там какая-то учебника, кусок. Она угрожала подать в суд, потому что мы обосрали ее, оборжали. Просто сказали, смотри, она тренирует барашками рисовать. А у нее учебное пособие, тетрадь, и там прям нарисовано, штрихуете барашками. И нарисованы прям вот эти барашки. Барашки такие, да. Мастер-класс прошел, мы там поужинали, поболтали, разъехались и все. У меня осталось очень положительное впечатление от Святослава Чинаш, как от мастера и как от человека. Прям классный мужик. И прям я его не изменила за столько лет, хоть мы больше и не пересекались, не встречались. Мы ездили на этот мастер-класс с моей подружкой из Комбат. И мы встретились с Алиной Рамазановой, мы что-то всю ночь пили, плясали там в караоке, пели, какой-то фигней страдали. Мы вообще не спали. Мы пришли на утро такие, прям, по-моему, Комбат вообще была даже еще пьяная. Я еще думаю, вот сволочь, когда я ей делала тени, когда-то давно, я еле трогала, там осталась такая нежная, коричнево-серая, красивая дымка, но совсем чуть-чуть она там стонала и извивалась, просто ей было невыносимо больно, как она говорила. Я вообще плюнула, говорю, я не буду тебя доделывать, иди в баню. И она записалась моделью заранее к Святославу на тени, у нее сложные глаза, она казашка, и у нее нависшее веко. Он ей нарисовал очень красивый эскиз, прям ей до сих пор нравится.
И начал делать процедуру, я вот там впервые увидела кровь на веках. То есть, когда человек работает и выступает не... То есть, ну, вообще, в принципе, все работают на сухую. Я уверена, что он тоже, потому что у него миллион заживших работ. Я видела искажения цвета, ничего не было. Но мы-то пили всю ночь, не спали. То есть, во-первых, ей должно было быть адово больно, но она лежала как труп просто. Думаю, вот зараза. То есть он просто ее вот так пригвоздил, положил, кожу натянул и сделал свое дело. И прям реально все сделал, все зафиксировал, все было очень красиво. Но зажило все как бы заглубленным, я думаю, потому что, во-первых, алкоголь, а во-вторых, ему нужно было сделать эту процедуру. То есть ему нужно было от начала до конца провести вот этот мастер-класс, показать все этапы, показать, как правильно делать, несмотря на то, что у нее были явные противопоказания к процедуре. То есть это минус вот этих мастер-классов, когда мастер вынужден доделать процедуру до конца, несмотря ни на что. Когда он бы ее отпустил, он бы услышал от нее запах там алкоголя и сказал бы: не, я вас не приму, у вас будет себя совершенно по-дурацки вести организм, и, во-первых, будет больно, во-вторых, будет кровить, результат будет не такой, какой мне нужно, ложиться будет хуже, вот. Но он был вынужден, потому что там сидело до хрена человек, которые приехали смотреть, как он работает, поэтому я тут вообще к нему никаких претензий не имею, и она не имеет более того, потому что сами виноваты. По поводу мастер-классов и вообще поездок на них. Мастер-классы организованы хорошо, если на высоком уровне, и там большой экран, или большой телевизор, или проектор, крупный план, оператор и так далее. Но всегда в процессе вот этого мастер-класса, который идет на конференции, могут возникнуть какие-то косяки. Мастер может переволноваться, о чем-то забыть. Могут быть какие-то проблемы. И вот многие сейчас публикуют свои вебинары или онлайн-трансляции о том, как делать там веки, губы, брови и так далее. Мы с Леной, когда обсуждали эту тему, она говорит: слушай, я могу записать вебинар, это про обучение и про конференции. Я могу записать вебинар, но я разговариваю, например, на волосках, у меня трусится рука. Рисунок не будет уже такой точный. Я разговариваю, отвлекаюсь, отвечаю на вопросы, процедура затягивается. Давай я сниму там 3-5 процедур, мы выберем ту, которая действительно будет продуктивна, но не в плане там самую красивую. Я в итоге по 3, по 4 оставила. Да, самую, которая, допустим, там со сложной кожей или там с разными типами кожи, с разными цветами и так далее, чтобы действительно можно было чему-то научить. Запакуем это в вебинары, и я просто подготовлюсь и отвечу на все вопросы, которые будут задаваться во время вебинара, и расскажу, как делать процедуру в то время, когда процедура будет идти фоном. Это технически намного сложнее, чем, например, просто провести эфир в Инстаграм. И поэтому такого уровня вебинаров немного. По факту их немного. Мало кто так сильно запаривается, как мы. Но вы можете купить эти вебинары, ссылка на них будет в описании. Обязательно переходите, посмотрите, может быть, вам нужно что-то подтянуть. Брови, губы. Есть абсолютно все темы. Веки, брови, губы в разных техниках коррекции, волоски и так далее. Европейские укладки. Работа корректорами, да, то есть на все темы. На все темы есть. Обязательно перейдите сейчас в описание или перейдите на YouTube. Ссылка будет в описании в профиле Лены. Соответственно, в описании тоже к этому видео тоже будет. И посмотрите, что, может быть, вам что-то пригодится. Цена на эти вебинары крайне доступна. И купив однажды, они остаются с вами навсегда. Мы не ограничиваем доступ. После конференции я заметил изменение качества фотографий. То есть она реально научилась фотографировать. Да, это был очень полезный урок в плане фотографий, даже не то чтобы обработки, потому что он ничего не менял. То есть он как сфотографировал, так и выложил. Но просто сфотографировать можно тоже дерьмово, можно классно, можно даже не очень какую-то эффектную работу, там выбрать ракурсы и сфотографировать красиво. Я помню, что она начала после этого подкладывать валики под губы. Ну да, такое. Ну, как и просто губы выкладывать в нужной ей форме. Для меня это был просто... То есть она подложила, например, валик, губа там одна съехала. Это мы делали на обучении, когда мастера на VIP Advance курсе, то есть я же тоже им рассказала, как фотографировать, они работают нестабильно, у них часто отек неравномерный, то есть одна губа половина большая, вторая маленькая, запавшая. Работу им сфотографировать нужно в итоге, в любом случае. И там я у него это увидела, берешь ватку и под губу, в которой нет отека, подкладываешь, и они становятся визуально одинаковыми. Можно сделать фотографию. Плюс там можно сделать улыбку. В улыбке отек растягивается, и тоже можно сделать красивую фотографию. То есть такие мелкие фишечки, которые позволяют... Натянуть века.
Да. То есть если века, работа сделана красиво, а само веко некрасивая складка лежит и визуально не получается сфотографировать, то можно вот так слегка натянуть, и получается красивое, ну, такое, как крыло бабочки, работа видна, и сам глаз красивый, и получается классная, красивая фотография. Ну, и в итоге это полезно для портфолио, но единственное, мне кажется, не стоит прям перебарщивать и совсем там сбивать ротваты. Почему у меня выработалось стойкое отвращение к конференциям? Потому что, как и к гастролям по миру, так и к конференциям у меня было такое радужное, что я поеду, со всеми познакомлюсь, покажу процедуру. И люди захотят меня увидеть и ко мне приехать на обучение, возможно. Ну, мы тогда ничего не продавали, поэтому только вот об этом речь шла. И я согласилась поехать на конференцию в Пятигорске. Организаторы... Кстати, к организаторам у меня нет проблем, они просто там выкладывались вообще на всю. И они очень... Это была Белла Арбест, по-моему, так как-то. Арустамян, Арбест, у нее студия называлась. Они кавказцы, и они вот с этой всей своей доброжелательностью, всех там вот со всеми дружили, все пытались сделать на высшем уровне. Но, во-первых, конференции... То есть, ну, ты делаешь процедуру. Я делала процедуру на девочке с аллопецией, делала волосковый метод. Тоже ты сидишь на сцене, темно, плохо видно, крайне неудобно, все не твое. То есть там какой-то другой мне дали аппарат. То есть ты работаешь, ну, ты не сделаешь так, как вот хотел. Почему тебе дали другой аппарат? Там просто он был от другого мастера, тоже биотек. Да? Просто как бы там уровнем выше. Я подумала, почему бы и нет. Но он непривычный и, ну, как бы все... Говорят, плохому танцору яйца мешают, может быть и так, но, короче, я сделала процедуру, они там ее ходили, разглядывали, и потом мне сказали, что несмотря на вот это все вот как бы сложности, процедура была на уровне, она была еще тогда вот эти наши как бы там волосочки, но, кстати, мне модель присылала, там у нее все отлично зажило, она даже не приехала на коррекцию. Само отношение, то есть это был период, когда биотек заправлял вообще всем, то есть они были, наверное, может быть, спонсорами, они дарили призы, они, может быть, спонсировали саму конференцию. И везде присутствовали представители биотека. На тот момент самым главным, насколько я поняла, была Анна Савина. Она остается, по-моему. Не знаю, она канула в лету, по-моему, спустя годик, буквально после этой конференции. Я вмешаюсь, расскажу про Анну Савину. Анна Савина – это мастер перманентного макияжа из 90-х. Это та женщина, собственно говоря, благодаря которой все это, наверное, в России в большей степени закрутилось. Это очень влиятельный человек на тот момент. Она продавала расходные материалы биотек, пигменты биотек и дюзы, вот эти, не дюзы, как они называются, картриджи. Вот. Ну, в общем, и плюс к этому еще платила за конференции, спонсировала их и так далее. А пломб этой дамы настолько большой, что помимо того, что она накрутила себе подписчиков, у нее в Инстаграм 150 тысяч подписчиков. Ну, вы, если посмотрите ее работы где-то на 3 с минусом. Ну вот, примерно. Страшная говнина отфотошопленная. Они тогда были такие, сейчас такие. И, короче, давайте так. Вот биотек, пигменты, говно. С машинки биотек, ну, в общем, нормальные. Нормально. Я не скажу, что да. Сделаны, но... Картриджи биотек, говно. Нет, то есть, тоже неплохие. Нет, ну они же биение давали, и на волосках невозможно работать. То есть у тебя один работает, а второй мы снимаем крупным планом, а у него прям биение идет. Кстати, да. И... В сравнении с NPM просто он великолепен. Но как бы в сравнении, допустим, с тем же самым квадроном сейчас, это просто говнина, да. Короче, вот этот человек, он очень сильно заточил зуб на Лену из-за того, что, я напомню, Лена простой человек, говорит правду, и она без всякой задней мысли начала продвигать вот эти переходники к биотеку в том числе, благодаря которым биотек потерял большую часть своего рынка, потому что при помощи этого переходника ты мог не использовать картриджи, мог использовать дюзы, а переходники безопасно стилизовать в сухожаровом шкафу. И Лена об этом не знала, но Савина, наверное, по какой-то причине на нее заточила зуб. И тут выступает Лена на конференции, идет конференция, стресс, этот человек, который ужасно боится публичных выступлений. Но... Это вообще-то нормально, все боятся, привыкают к ним со временем. Это понятно, но... На тот момент это первая конференция, ее колбасила. Она купила курс Гандапаса про публичные выступления. Я все забыла. Я вот слушала, да. и все забыла. И штудировала, как
правильно ораторское искусство, как правильно строить речь. Все забыла, но в итоге вроде бы делает процедуру, все хорошо. И Нет, там не так было. Короче, я выхожу на сцену, там что-то начинаю про себя рассказывать, у меня там какая-то презентация, что-то у меня выключается микрофон, а у Савина микрофон есть. Я такая встаю, у меня есть вопросик, я помню, такая, вопросик. Вообще не в тему. А какой анестезией вы работаете? То есть мне потом сказали уже, там вот их кодло, подружек каких-то, соратниц, они обычно открывают конференцию и сваливают, потому что что они там не видели, им вообще там не интересно. А тут они задержались, даже не поехали на обед, остались, чтобы вот меня как-то растоптать, на место. унизить и растоптать, короче. И я такая, коктейль? Чё? У меня вообще без задней мысли. А вы знаете, что я как врач, дерматокосметолог вам говорю, это приведет к ожогу. Вы уничтожите кожу клиенту. И такой, вообще, чё? Я растерялась, во-первых. Там, кстати, был Виталик Микрюков, это, по-моему, была тоже его первая конференция. И он такой, он же не мог мне помочь из зала. Я потом уже, когда с ним общалась, он говорит, ты чё, у вас же такая статистическая выборка, у вас там 1000 процедур делается, вы уже несколько лет работаете, то есть ты могла это сказать? Я говорю, конечно, могла. Уже поздно. И, короче, я от нее что-то отмахнулась, ну, как бы, что мне там с ней спорить, тем более, какой она врач, дерматокосметолог, блин, вечно она была просто мастером, а потом вдруг стала врачом. Да, мне рассказывали, что там, я работаю в Риме, а там рядом педикюр делает, и она делает свою процедуру. То есть мне рассказывали там мастера, которые ко мне приезжали на обучение, как она там в Риме работала. То есть это все раздутые эти понты. Она, помнишь, потом прискакала судиться к нам, когда ты в каком-то видео сказал, что у нее накручены лайки, все это вообще... Это не она была. От нее представители приходили в московскую студию и говорили, мы на вас в суд подадим. Мы такие, ну ладно, и все. Ничего не подали. Да, это она была? Да, это не ее было. Ну, не знаю, по моим воспоминаниям ложным, возможно. По твоим ложным, это была Роганова? Нет, это было до вообще. До Роганова. Да? Да. Может быть. Короче, вот прямо сейчас представители, как говорит Лена, этой лошадки, пожалуйста, если у вас есть какие-то сложности или проблемы, или претензии, приходите к нам. Мы с вами посудимся. Тут можно включить музыку. Я маленькая лошадка. Сейчас дела у биотека и, естественно, у представителей биотека идут не лучшим образом, очень сильно давят. Кстати, еще Лена, она же выступала прямым конкурентом пигментов биотек, потому что она говорила, что не надо переплачивать за супердорогие пигменты. Все, что вам нужно, это нужно делать тату-миксы и быть счастливыми. Да, это была проблема, кстати, многих очень. Когда ко мне пошел большой курс, большой поток мастеров на VIP, особенно с Европы и с Америки, ну вот Европа конкретно, там, где гастролировала куча вот этих известных мастеров, которые делали процедуру, она была великолепна, они делали ее быстро, она заживала ярко, и они продавали вот эти пигменты. Биотек, там кто-то NPM, кто-то там Swiss Color, там, может быть, ну, короче, вот эти все какие-то дорогие маленькие пузыречки. Мне много раз говорили, что на индивидуальном мастер-классе мастер там тот или иной, он говорит, да смотри, вот я работаю, достает пузыречки, там какие-то тату-миксы их личные, потому что многие пришли с татуировки в этот бизнес, и они понимали разницу, что невозможно так же быстро и так же качественно сделать тем же самым биотеком. Пузыречек 5000 рублей стоил, я помню. Но все покупали, все бежали и сразу покупали эту всю линейку биотека, эту машинку. То есть я это сама проходила. Я покупала прям реально линейками от первого до последнего цвета, потому что вот наконец-то сработает. Вот у него же работает. То есть вот эта вот нечестность мастеров по отношению к тем людям, которые смотрят их на конференции. То есть на конференции они говорят одно, они говорят, машинка биотек супер, пигменты биотек супер, я только на них работаю и вам советую. А сам он работает или она выставляет часто даже не той машинкой, которую продает. Короче, я об этом, мы снимали кучу видео, я говорила об этом в открытую. Многие мастера, которые ко мне приезжали, это подтверждали, потому что они были у всех там на мастер-классах. Мне кажется, в Европе вообще у них какое-то как хобби есть. То есть они как на все абсолютно мастер-классы ко всем мастерам ходят. Вот там по 5, по 10 мастер-классов проходили люди, которые ко мне приезжали тоже. Кстати, по поводу пигментов. Прямо вот здесь появится сейчас бутылочка пигментов. Это она была снята в 2016 году. И это пигменты, которые мы начали делать не от хорошей жизни. А вот эта бутылочка, это уже бутылочка, которая делается в 2020 году. Итак,
мы начали производить пигменты не от того, что мы хотели заработать. Я посчитал в 2016 или 2015 году, я сделал финмодель, посмотрел количество мастеров, посмотрел, сколько на этом можно было заработать. И, в общем, неинтересно мне было даже этим заниматься, потому что рынок был маленький. Но было большое количество студий, и мы держали ответ перед клиентами за качество процедур, которые мы делаем. И мы каждый раз бились башкой об бетонную стену качества пигментов. Маленький остаток, красный. Маленький остаток. Давайте вот так по порядку. Биотек вообще непонятно, вообще маленький остаток, грязные цвета, некрасивые. Аква, красивый цвет первичный, уходит через красный. Это трагедия прям, это проблема. Да, можно прощелкать лазером, но зачем это нужно? Derma International еле-еле остается вообще не кроющий. В Фейсбуке то же самое. Да. Те миксы, которые мы использовали на основе интенса, есть видео, где Лена об этом говорит, они уходили через серый, такой холодный серый. И основная проблема, с которой мы бились, я бился особо, она билась. Это как раз таки первое, чтобы у вас не было проблем, связанных с сизым цветом. И второе, это чтобы при удалении у вас не было апельсинового цвета на коже, на бровях после удаления, в случае, если вы заглубились. Если вам нужны наши самые лучшие в мире пигменты, а мы считаем, что они самые лучшие, иначе бы другого не было, иначе бы мы просто покупали и использовали другие. Переходите в описании к этому видео, есть ссылка, нажимайте ее, покупайте. Сейчас действует бесплатная доставка, и даже пробник за 200 рублей мы доставим вам бесплатно в любую точку мира. И если вы будете покупать пигменты прямо сейчас, то в подарок а мы записываем это видео в июле 2020 года, то действует акция: в подарок к любому пигменту 15 мл вы получите 2 пробника с 3 мл другого пигмента, который вы можете попробовать в качестве, например, вы хотели попробовать губные пигменты или пигменты-корректоры. Переходите в описание, ссылка там, покупайте пигменты, они самые лучшие. Вернемся к конференции. Я работала своими пигментами, но, кстати, все работали своими, вернее, многие мастера работали своими пигментами, все-таки такие, как там Элита Лунегова, вот такие старые, не знаю, как их назвать, то есть они не были привязаны вот к этим брендам, то есть самостоятельный мастер, который не говорит, что я работаю биотеком, она работала там своей какой-то машинкой, там, не знаю, не помню, и пигментами, просто ее просили как бы не говорить об этом, ну вот работает и работает, показывает саму технику, но прикол в том, что, допустим, та же самая техника внесения пигментами биотек или татуировочными миксами, она разная. И как все учили барашками, они продолжали так учить, и мастера, которые должны были бы перейти на такие пигменты, как наши, они бы совершали вообще колоссальные ошибки, то есть и надо было реально бороться прям с ними. То есть поэтому мы тогда не стали заморачиваться. Мы снимали видео, я постоянно говорила, чем я работаю, но мы не продавали активно вот так вот, как сейчас, наши пигменты. Конференция, прошла и прошла, потом там были какие-то танцульки, я помню, что на танцульках вот это вот, там все в вечерних платьях, вот это все, и она ко мне подходит, эта Савина, и такая: ну что, Леночка, мир, дружба, жвачка? Я такая: чего, блядь, жвачку иди жуй дальше сама. Короче, у меня с ней вообще никаких больше отношений не было, никакого мира и дружбы и жвачки. Но она пыталась добавиться, а у нее Mass Following включен, и она пыталась все время к Лене добавиться в друзья, причем стучалась настолько... Прям раз 10, наверное, я уже потом заблокировала просто, причем в мой личный аккаунт. Ну и в том же 2016 году он был насыщенный, меня пригласили в Украину. Юля, с которой мы дружим много лет, она позвала меня на конференцию. Юля Константинова. Если вы не видели, о ней серия есть, да, там много о ней говорим, она появится вот здесь в описании. Подсказка. Она просто говорит: приезжай потусить, погуляем, посмотрим, на конференции посидим. Как бы выступать я отказалась на конференции. Она говорит: ну, можешь быть судьей. Я согласилась, отказалась участвовать, но согласилась побыть судьей. И я очень хотела с ней встретиться, мы давно не виделись. И опять со своей подружкой Комбат мы собрались и поехали через Беларусь, по-моему, да. В Киев я была там первый раз. Ну, мне очень понравилось, все было очень дружелюбно, мастера, которых я встречала, все было прям нормально, прикольно. Единственное, мне не понравилось вот это само судейство, вот там как раз была это разгон, и я помню, что-то давит на меня. Нет, я считаю вот это, давайте ей там. Я говорю: ты чё, подожди, ты что-то путаешь. Я считаю вот так вот, я вот ставлю свою оценку вот так. То есть ты на меня не... Она, видимо, она привыкла, видимо, это человек, который давит на всех, возможно, и там все такие что-то под нее прогнулись, и она тут поняла, что я-то еще и
та еще тварь, я еще и вывалю это все. А ну ладно, там, давай, ставь свою оценку, как ты считаешь нужным. Ну, короче, мне это не понравилось. То есть я знаю, что это все эти конкурсы, все это судейство, все за уши притянуто. Я до сих пор к этому также отношусь. Эти подружки подружек, ученики, короче, кум, брат, сват. Ну, прям, мне это никогда не было интересно. И тогда я убедилась, что нечего там делать. Лена рассказала про Киев. Конечно, Киев, я тоже был в Киеве, я ожидал от Киева большего. Но Киев, он не был очень красивым, может быть, мы не в тех местах были. Мы посетили все места, он был красивый, он был в состоянии вот этой неухо, как Рим. То есть вот сейчас в Рим полетишь, и там жопа, там грязно, там граффити. Он был симпатичный, помнишь центр какой масштабный, красивый? Но грязный. Но куча бомжей. Бомжи, грязь, вот это вот мы такие не поняли, почему. Еще одно воспоминание от Киева, которое Лена мне привезла, и я его запомнил, она, наверное, его не запомнила. Это то, что она идет по Киеву возле какой-то церкви, там какое-то место, где куча церквей. Да, на горе там такой монастырь какой-то большой. И к ней пришла известность, называется, к ней подходит человек и говорит: ой, вы Елена Нечаева. Помнишь эту историю? Я вспомнила, когда ты сказал, да. Да, расскажи про нее. Ну, просто она говорит: я вас узнала, давайте фотографироваться. У меня такое было в Риме. Я когда, помнишь, одна стала, мы с девками погуляли, и просто я иду по центру Рима одна, они уехали, а я еще 2 дня оставалась, как-то так получилось. И она тоже меня выловила, женщина, я, говорит, вас узнала, давайте фотографироваться. Я так всегда смущаюсь от этого просто. Меня в туалете вылавливали, в аэропорту по жопе били. Да, очень часто это феномен такой популярности. Мы не чувствуем, что Лена медийная личность вообще, от слова совсем. Более того, она совсем не публичная, она не любит славу и не ищет ее. Но что чувствуют тогда блогеры-миллионники, если у нас там каких-то 60-70 тысяч человек подписчиков, и так они себя ведут? А так вот интересный парадокс. Лена рассказывает, что ее шлепнули по жопе. Вы сейчас смотрите это видео, у вас есть ощущение, что вы нас знаете уже 1000 лет. Но поверьте, у нас такого ощущения по отношению к вам, когда мы вас встретим, нет. И этот диссонанс, который людей заставляет: ой, Ленка, привет, как дела там? Ну, это же я. Ну, я же тебя смотрю каждый день, там, условно. А это для нас это чужой человек. А я сразу человек. Смущаюсь, стесняюсь и не знаю, куда деться, и пытаюсь там улыбаться, потому что я... И еще она не тактильная. Она ненавидит, когда ее щупают, трогают, шлепают, обнимают, целуют. В общем, если это не родной человек. Она очень такая, знаете, есть тактильные люди, которые любят обниматься, вот она не любит. При встрече не лезьте к ней с обнимашкой. В начале видео я говорил о том, что я выгорел, пытаясь тащить на себе эти обязанности. Большую часть этого дома выплатила Лена за счет своих VIP-адвансов. Она вытащила его на своем горбу, на своей спине. Я, насколько я мог, помогал, я не знаю, но так или иначе у нас в августе уходит маркетолог. У нас был маркетолог Дима Железняков, который в компании был уже несколько лет. Дима Железняков, он тащил компанию очень долго, но она развивалась, а Дима Железняков, к сожалению, делегировать свои полномочия просто не мог. По какой-то причине он не мог передавать информацию и управлять людьми. Я не знаю, с чем это связано, но вот такой вот человек. Делал все сам. Да, он делал все сам и очень сильно выгорал. В конце концов, в августе он говорит: все, я не могу, я выгорел, я не могу заниматься этим. В общем, я ухожу, соответственно, я должен этим маркетингом заниматься. А я, чтобы вы понимали, уже там несколько лет в компании не залезал. Я залез в эти компании, ё-моё, у меня просто стресс. Я месяц реально жил этими компаниями, и я его прекрасно понимаю. Это статистика, эти подкрутки, это... Вообще работа маркетолога состоит из 2 частей. Из работы творческой, креативной, когда ты придумываешь концепции. Помнишь, скоро придет Ипполита, я без бровей? Да. Разошлось, растащили, это же наша картинка. Да, не наша картинка. Дима придумал картинку. Скоро придет Ипполита, я без бровей. И она разошлась по всем мастерам, да. И креатив в нем кончился. В основном маркетинг, если мы говорим о таргетированном маркетинге, либо директе, это всегда мелкая моторика. Подкрутка ключевых слов, подкрутка... Креативы, это такие картинки или видео, они выгорают. То есть нужно их постоянно менять. Это такой сизифов труд, он очень тяжелый.
И я понимаю, что если я это не вывезу, то все плохо. Мы были на игле маркетинга, нашей сети сидели. И в октябре я точно помню, что у нас не хватало денег на то, чтобы выплатить очередной взнос. Я просто там сидел, я жалел 1000 раз, что я подписался под этот дом. И мы заняли деньги у наших родителей, которые мы им же перечисляли. И там 600 000 рублей мы заняли, мы отдали в итоге, но как бы... Звоночек, да? Да, этот звоночек. И вот на протяжении целого года мы были подвешены. Я не мог себе представить ситуацию, в которой моя семья покинет этот дом, потому что он прекрасен, он абсолютно чудесен, это дом мечты. Но в то же самое время каждый месяц я находился в одном шаге от того, чтобы не выполнить обязательства по рассрочки, и мы этот дом покинули. Собирали, везли эти деньги, я помню. Вообще, это просто, да, я представляю, в каком ты был стрессе. Это был огромный стресс, причем я же был инициатором того, чтобы сюда заселиться. Я должен нести ответственность и решать эти проблемы тоже должен быть я. Я помню, что после этого, сразу после этого, я сказал, что я очень жалею, что я подписался на эту авантюру. Сейчас прошло уже 4 года, мы счастливо живем в этом доме, и, казалось бы, все нормально, но тогда, сразу после того, как мы подписались, мне было очень сложно, очень тяжело. И я думаю, что я выгорел по отношению к татуажу, и последующие события, которые произошли в 17-18 годах, корни этих событий во многом в моем эмоциональном выгорании, и когда у меня просто пропал, не то что пропал интерес, энергия кончилась, а у меня, знаете, как посттравматический синдром, связанный с бизнесом, и мне было очень тяжело заставить себя включиться снова. Эта серия получилась длинная, но мы должны обязательно рассказать про то, как один из мастеров студии открыл филиал в Санкт-Петербурге. Этим мастером является Аня Куцеволова. Между собой мы ее зовем «Сама все сама». Это человек, который пришел одним из, наверное, она была после Лены Хорошиловой, самым старым, имеется в виду по сроку работы, мастером в сети и самым близким из всех сотрудников к нашей семье. Мы, собственно говоря, когда выбирали, что, как, зачем, в Москве уже был партнер, соответственно, мы говорим: Аня, есть город Питер замечательный, пробуй там, да, он огромный, у тебя большие перспективы там. Она встречалась с парнем, которого зовут Богдан. Это такой инфантильный мальчик с длинными волосами, который очень такой... Жил на шее у родителей, все время учился. Такой, мальчик и мальчик. Я вот помню, мы еще с ней обсуждали, я говорю: Аня, ты там как-то разделяй. Она на полном серьезе обсуждали, что ему-то там заняться нечем будет, и он влезет. Я говорю: у вас непонятно, там серьезно, несерьезно. Как вы будете с бизнесом вообще расходиться, чтобы там документы, все на тебя было оформлено, чтобы проблем не было? Вот об этом речи были, я помню. Но смысл в том, что Богдан, я такая темная лошадка. То есть кто он, что он, умный, тупой, я вообще сказать ничего не могу. Но на тот момент он помогал, как говорит Аня. То есть Богдан будет помогать, он, в общем, лояльный, не дурак точно. И в итоге они уехали открывать Питер и с перепугу набрали 8 мастеров. Сразу. И мы не смогли обеспечить их работой. А в Питере там много училищ художественных, и там художников офигенных очень много. И, соответственно, всех этих художников работой обеспечить невозможно было, а выгонять жалко. И я помню, что было принято решение, не знаю, кто предложил, ты или Аня, чтобы Лена предложила, чтобы эти мастера из Питера приехали на стажировку в Краснодар. На 2, по-моему, недели или на месяц. Вообще надолго в итоге. Мы сняли гостиницу, они жили, учились много тут у нас. В итоге они в Краснодаре всему, не всему, но многому очень научились. Да, и в Краснодаре была база клиентская, на которых можно было, собственно говоря, учить. Поэтому сама Аня Куцеволова первый старт получила в том числе из нашей студии. При этом вы должны понимать, что условия открытия филиала были следующие. Они должны были купить кушетки, сделать ремонт, выбрать помещение, обеспечить всем материальным. А мы со своей стороны интегрировали в управляющую компанию, передавали бизнес-процессы. В общем, таким образом мы пытались сделать так, чтобы
люди не получали интеграцию бесплатно. И мы говорили о том, что в ООО, вновь открытое в новом городе, вступаю я и вступает мастер, и мы таким образом 50 на 50 управляем новой компанией. В общем-то, было все достаточно плохо на момент открытия, потому что открылись они в очень дерьмовом месте. Там сырость постоянная. Лена была Какое-то там. историческое здание было, в котором нельзя было делать глобальный ремонт, и даже, по-моему, с плиты повесить нельзя было, что у него фасады выходили туда, где нельзя вешать с плиты. Да, и я говорила, надо переехать, место плохое, давайте, надо переехать. Ну, что-то там тянули кота за яйца. В итоге переехали. Ну, уже начали зарабатывать все равно, то есть было на что переехать. Переехали в новое помещение, начали делать в нем ремонт. В 2016 году Аня Куцеволова уехала открывать Питер. Это была моя идея, потому что я поняла, что здесь она достигла своего потолка, хоть зарплата и космическая, просто какая-то невероятная. За каждую дополнительную процедуру 50% от ее стоимости. А чаще всего все-таки человек приходит делать брови, и у нормального мастера он всегда делает все остальное. И она получала действительно огромные деньги. Но ее это не радовало. Она была не реализована, свои амбиции какие-то внутренние, я думаю, да, ей не хватало там чего-то. Это нужно спросить у Ани, наверное. Да, и я предложила, говорю, давай, ты поедешь в Питер, это город, ты художник, ты там, она, по-моему, даже мечтала там когда-то жить, она рассказывала. То есть я ее услышала, я ей предложила, говорю, давай, вперед. Процессы там открытия у нас описаны, у тебя есть твой Богдан, он тебе поможет, или, как она сама говорила. И все, она переехала, и шатка-невалка, началась работа питерского филиала, вот в 2016 году. Да, я хотел бы ремарку сделать. Питер — это большой город, это второй по численности город после Москвы, и так сложилось, что у нас партнеры вылуплялись изнутри компании. Соответственно, Аня, как самый близкий к нам человек, она получила самый сладкий город. Нельзя так говорить, но так или иначе. У нас была возможность, например, сказать: нет, Аня, ты не поедешь в Питер, ты поедешь в Екатеринбург, например. А в Питере мы откроемся сами. Но это же Анечка, это же наш близкий человек. И поэтому мы приняли решение, что Аня едет в Питер приходить к успеху. В итоге вы видите, что она к успеху пришла. А как этот успех достигался, мы расскажем в следующей серии. Выводы давай подведем. Первая ошибка, с которой мы столкнулись, это мы переоценили систему контроля. И мы думали, что введя эту eyebrow control, мы решим сразу кучу проблем и станем вне конкуренции, просто выше всех на голову, потому что мы дадим людям инструмент. Но внедрение этой системы заняло, наверное, около года, и корректировка. И выжила кучу мастеров, пришлось искать, текучка началась. То есть у нас до этого момента очень долго работали мастера. И, в принципе, те, кто остался, они еще долго работали. Но началась вот эта постоянная текучка, и про нас пошли слухи, что у них там вообще работать невозможно, там черные работодатели, там все такое, потому что мы выжимали из людей все вообще, на что они были способны. Они способных выкидывали без сожаления, потому что что на них тратить время. Это после интеграции этой системы ушла Даша Пунько, она ушла сама, но как раз-таки после, наверное, на фоне этих скандалов. Она ушла в 2017-м, мы расскажем потом про всю эту ситуацию и про судебный процесс. Опять-таки, наше видение. Даша, наверное, оно свое. Так вот, не всегда качество решает. Это важно помнить. Но качество всегда отвечает за процент негатива. Это тоже важно помнить. Мы, если бы не ввели систему eyebrow control, начиная с 2017 мы работаем без рекламы, и я абсолютно точно уверен, что если бы не eyebrow control, негатив в отзывах и негатив, который создавали некачественные работы, просто убил бы компанию. Поэтому, с одной стороны, мы переоцениваем ситуацию, связанную с качественными работами, но с другой стороны, недооценивать риск, связанный с негативом после некачественных работ, тоже это тоже недооценивать нельзя. И второе, это надо было вводить VIP Advance курсы еще раньше. Это очень крутой курс, который помог Лене заработать. Забегая вперед, я скажу, в 2017-м она за 9 дней, она решила сделать его не 10, а 9 дней, она зарабатывала 2 миллиона рублей
Ну, там часть отдавала за аренду, какие-то копейки помощникам. Ну, то есть примерно около 2 миллионов у нее выходило. При этом никакой рекламы, все на сарафане. И она отказалась от того, чтобы вести эти курсы. И она об этом расскажет в следующем видео, которое мы снимем позже. И обязательно подписывайтесь на канал. Включайте колокольчики, жмакайте на уведомления. В общем, вы знаете, что делать. Что еще по поводу конференции? Я понял, что конференции являются больше, знаете, такой отдушиной для мастера. То есть она выходит в свет, посплетничать, поговорить, кому-то перемыть кости, показать свои красивые наряды. Наконец-таки вот от этой рутины трудовой поднять голову и чуть-чуть раскрыться. Но, наверное, если вы рассматриваете конференции с точки зрения отдыха для своей души и эмоционального такого фонтана, наверное, можно рассмотреть. Хотя мы социопаты с Леной, и нам вот эти публичные мероприятия с толпучкой вообще не интересны и не нужны. Но если для вас это важно, вы можете ходить на конференции, но вы должны всегда помнить о том, что мастер-классы, вы не получаете гарантию, когда вы идете на мастер-класс, что вы станете лучше. Вот так скажу. Да, если у вас есть мозги, если у вас есть опыт, если у вас есть скилл и навык что-то впитывать, вы можете что-то подцепить, но в общем мастер-класс — это показательное выступление. А я вот так могу, смотрите, как я могу, а еще вот так могу. Но при этом вовсе не обязательно, что вы тоже так можете, несмотря на то, что вы поймете, как это делать. Понять, как это делать и научиться это делать, это вот между ними пропасть, которая называется практика. Мне кажется, конференции как раз для того и есть. Это площадка, на которую мастера приезжают, заплатят за это, либо бесплатно едут. И чтобы показать там вот этим 200 человекам, как они умеют. А эти уже выбирают: так, я поеду к ней на обучение и к ней. А этот козел мне не понравился, или этот кошелка не понравился. По поводу конференций, мы будем принимать, вообще мы не принимаем принципиально участие в конференциях, но мы планируем эмигрировать в Америку. И эмигрировать нужно по визе О2, это виза для одаренных людей. И для того, чтобы сформировать пакет документов для этой конференции, нам необходимо для этой визы, да, нам необходимо принимать в конференциях участие. Поэтому в ноябре 2020 года состоится первая конференция для меня и первая, наверное, за много лет для Лены, которая называется Global Permanent, да, по-моему, они называются. Это ребята, которые нас очень давно хотели получить, прям, ну, меня, наверное, вряд ли они хотели получить, а вот Лену они стучались несколько лет, мы их брили, мы специально сделали райдер. Кстати, с райдером вы можете ознакомиться на сайте Лены, ссылка на сайт есть также в описании к этому видео. И мы можем увидеться со всеми вами именно на этой конференции, поговорить вживую. Более того, спустя время у меня немного изменилось отношение к самим конференциям, наверное. Уровень изменился. Может быть, уровень изменился, но, наверное, это тоже круто, когда ты можешь глаза в глаза посмотреть людям, для которых ты интересен, а люди могут, что называется, посмотреть на тебя вживую, понюхать воздух, которым ты дышишь, и понять, настолько ли ты хорош, как им показалось в онлайне. Поэтому приходите на конференцию, мест там немного, скорее всего, они все проданы уже, но так или иначе мы вас приглашаем. То, о чем я жалею, вот ошибка, которую я считаю, это то, что не надо было вообще тянуть и учить вот медсестер. То есть мы боялись работать не по правилам, мы набирали только медиков, это было крайне сложно, они учились крайне тяжело, совершали очень много ошибок, совершали их до конца, до самого, пока их не уволишь. И это наносило нам непоправимый и вот этот урон имиджевый, ну, вернее, как непоправимый. То есть мы с ним работали, но это была колоссальная работа, направленная на то, чтобы вот все это вылечить. И я тратила невероятное количество своих ресурсов на то, чтобы их учить, и нервов. И каждый раз я билась за каждого мастера, которого он говорил: ее надо уволить. Я: нет, давай еще, ей дадим шанс. Потому что ему проще, я с ними общалась плотнее, я знала там их боли и болячки. Потому что люди, возможно, и неплохие со своими какими-то тараканами, но не получается у нее, не ее это. И многие до сих пор работают, я не понимаю, почему. Шли бы уже жопу колоть дальше, да? Ну, та школа, которую они прошли, она позволяет им быть, несмотря на все, достаточно конкурентоспособными. А не столько даже, наверное, сами процедуры, сколько подготовка вообще в целом в структуре компании. Там и скрипты продаж, и понимание корпоративной культуры, и понимание того, как необходимо общаться с клиентом,
и посылы какие-то. Все это в какой-то части в голове оседало, какая бы ни была голова пустая, ну, что-то там оседало. Ни в коем случае всех под одну гребенку не гребу. Были мастера прекрасные, которые, собственно говоря, вот та же Женя Якушкина, которая врач, и она делает шикарные работы. Я считаю ее сейчас одним из лучших мастеров в России. Вот, одним из лучших. Она очень сильно выросла благодаря Лене, опять-таки, и благодаря своему упорству. Она работает над собой. Да. И если вдруг вы хотите пройти вот этот курс VIP Advance, есть возможность пройти это в Краснодаре у Жени. Она владеет абсолютно всеми техниками, очень давно провела со мной несколько ВИПов, то есть она знает абсолютно все, и я могу ее рекомендовать смело. Но, тем не менее, большое количество медсестер, короче, так скажу, конверсия из потенциального кандидата в классного мастера у медсестер очень низкая. Это не означает, что это невозможно, но вероятность этого очень низкая. Поэтому всех медсестер мы под одну гребенку не гребем, но как бы у художников, конечно же, шансов побольше, поэтому правильнее нанимать художников. На этом все. 2016 год мы закончили. Пишите в комментариях, что бы вы хотели узнать, может быть, поподробнее в году 2017. Анонс 2017 года сейчас вам сделает Лена. Что там будет? 2017 год. У нас было открыто на этот момент 9 городов. Это максимальное количество городов. Уфа, Воронеж, Москва, Ростов, Казань, Питер, Краснодар, Новороссийск, Иркутск. Вообще вот так просто география безумная, конечно. Увольнение слабых мастеров. Большое количество мастеров мы уволили. Не то, что потеряли, уволили в 2017-м. Воровство, мы расскажем о том, как у нас воровали и как с этим мы боролись, и как, может быть, вы можете этим воспользоваться, нашим знанием. Введение детектора лжи. Аллилуйя, доперли. Надо было раньше, да, этим заняться. Да, сейчас все сотрудники компании проходят через детектор, а тогда мы сделали это впервые. Мы расскажем о судебном процессе с Дарьей Пунькой, почему вообще это произошло, почему дошло до судебного процесса. В 2017 году закрывается первый город, это был Иркутск. Мы расскажем, почему это произошло и как, собственно говоря. И в 2017 году, благодаря моему эмоциональному выгоранию и этому дому, в сети начинаются первые проблемы.